что, давайте начинать. Поставлю микрофон. Спасибо большое всем собравшимся, уважаемые друзья. Очень рад, что вы нашли время. В феврале холодный день, тяжелая рабочая неделя, почти заканчивается. Тем не менее, книжка вышла. Работал над книжкой несколько лет, достаточно плотно последний ковидный год, то есть время ковида пошло не просто так, была завершена книга. Книга, уже много раз об этом говорил, основное ключевое преимущество – это сочетание академического подхода по новой конституции, все органы власти написаны, это является и учебным пособием, в том числе для китаеведов, то есть там иероглифическое, все полное соответствие. И внутри сетку этих государственных органов, которые достаточно бесплотные такие, и непонятно в чьих интересах служат, их пронизывает сеть именно распределения китайцев по географическому, по этническому, субэтническому принципу. То есть Китай огромная страна, которая отличается культурно и диалектно, и по языку, как, ареал славянских народов. Однако, в отличие от славянских народов, объединена одним государством. Но у нас, к сожалению, из-за того, что и в лингвистике определенные пробелы, и диалектология плохо изучается, у нас большинство академических востоковедов воспринимает это как единую массу. И потом возникают вопросы, почему, посол США говорит, что нам нужно восстановить отношения с новой администрацией Байдена, а Си Цзиньпин и его приближенные из армии говорят, что мы готовы воевать с Тайванем. То есть, когда такие два взаимоисключающих факта мы слышим, у нас возникают какие-то свои предположения, какие-то домыслы о хитрости какой-то китайской, какой-то игры, ее нету, есть разные китайцы. То есть, когда вы начинаете понимать, какие китайцы на какую линию проводят, автоматически, соответственно, возникает понимание. В этой книге, конечно, таким томом все равно даже не исчерпать, часть группировок не описана, но основные группировки, и в том числе субэтнические, они упомянуты. Многим, например, шанхайской группе посвящено до 100 страниц. Книга в основном рассматривает, если первая книга «Некоронованные короли Красного Китая» 2016 года, она в целом, по верхам, по самым крупным фактам указывала на противоречия между армейской группой и леворадикальной комсомольской группой, то эта книга уже на 100 лет вглубь прослеживает эту системную разницу и противостояние армии и комсомола, и всегда рядом где-то шанхайская группа, то есть такая трехчастная структура. То есть здесь уже это не, поверхностно, это не на уровне каких-то публицистических, а на уровне уже историческом. Системное противостояние армейской группы и комсомола, оно выявлено досконально. Выявлено самый интересный момент SARS, то есть то, что было в 2003 году, 2005 в Китае SARS, привело к смене политического режима, то есть Цзян Цзиминь был отстранен от поста председателя Центрального военного комитета, то есть отдал комсомольцам военную власть. В 1989 году Тяньаньмэнь та же группировка сил, и далее в глубину истории везде системно прослеживается то, что изложено. Для затравки короткая лекция про то, что сейчас происходит при Байдене, собственно говоря, то есть все это ложится очень четко и понятно достаточно. Пускай не все моменты идеально ложатся в эту концепцию, но в целом 90% информации и фактов укладывается в то, что сейчас происходит при Байдене. Почему китайско-американские отношения всегда играли какую-то большую роль для нас? Потому что я вам просто напомню, что то же самое, что происходит сейчас, уже происходило при Советском Союзе. И потери Китая, потеря лояльной группы, которая относилась просоветская, просталинская группа, в начале ее уничтожения, а потом приход к власти в Китае проамериканской группы заставил СССР пересмотреть вообще свою и внутреннюю, и внешнюю политику. То есть, по большому счету, конвергенция, сближение и замирение с Западом, и в конечном счете крах Советского Союза, отказ от социалистической идеологии произошел
в первую очередь и во многом из-за того, что первый шаг был это потеря Китая. Россия не может одновременно развивать и западную, и восточную политику, и ввиду этого нам необходимо, чтобы один из фронтов был когда-то спокоен. В данном случае это восточный сосед. Когда мы полностью потеряли, началось вооружение казахского участка советско-китайской границы, российского участка советско-китайской границы, массовые траты ВПК. Это все есть очень подробно в книге изложено. Понимание того, что Китай переходит на сторону Соединенных Штатов, понимание того, что советский блок находится в окружении полностью капиталистическом, это во многом стало причиной того, что политика конвергенции возобладала. Да? То есть я эту тему могу достаточно долго продолжать, не буду. То есть сейчас то же самое. Если, соответственно, Российская Федерация теряет лояльного отношения к Китаю, Китай снова разворачивается от Южно-Китайского, Восточного Китайского моря в отношении Казахстана, Российской Федерации и так далее, автоматически это приведет к серьезным изменениям, коррекции внутриполитического состояния Российской Федерации. Автоматически. То есть вот эта четкая связь прослеживается. Соответственно, в связи с этим в кругах наших политологов, не только востоковедов, но и вообще политологов, есть два тезиса. Значит, первый тезис такой, что есть абсолютная китайская угроза. То есть, как бы мы с китайцами не дружили, что бы мы им не предлагали, что бы мы им не продавали, как бы мы их условно с ними не интегрировались, всегда будет какая-то китайская угроза, которая будет, в конечном счете, мы будем поглощены. То есть воевать с Китаем надо в любом случае. Это первый такой тезис. Да? Второй тезис – это то, что Китай и США договорились между собой, и они разделят Российскую Федерацию на сферы влияния. Значит, однозначно изучая Китай достаточно глубоко, в этой книге об этом тоже есть, оба тезиса неверны. Значит, начнем с развенчания первого тезиса, абсолютно китайской угрозе. Даже в момент максимальной слабости Российской Федерации Китай не прибегнул к масштабным территориальным претензиям к России. То есть напомню, что по Пекинскому договору, Айгунскому договору, по Пекинскому договору 1660 года Китай потерял нынешние территории 3 субъектов Российской Федерации. Китай на официальном уровне никогда не предъявлял нам претензий об этих субъектах. Мао Цзэдун это сделал один раз на переговоры с Японией, где японская сторона, Компартия, предъявила нам претензии на Курильские острова. То есть Мао Цзэдун сказал в довесок, что у нас тоже есть претензии. С тех пор на официальном уровне МИД Китайской Народной Республики никогда таких претензий не предъявлял. Разграничение 2001 года коснулось только Большого Уссурийского острова Тарабарова. Это десятки километров, но это не миллион километров 3 субъектов российско-китайской границы. То есть всегда нужно понимать, да, что несколько десятков километров и миллион квадратных километров – это очень большая разница. И Китай никогда не пользовался слабостью Российской Федерации, особенно в 90-е годы. То есть это наглядный пример. Из китайских граждан сейчас всего лишь китайцев этнических всего 27 тысяч китайцев, имеющих паспорта. И есть дети у них, это плюс-минус 50 тысяч, постоянно проживающих на ВНЖ, это порядка максимум 100 тысяч. То есть, учитывая то, что на границе с Россией проживает около 120 миллионов китайцев, 100 тысяч это даже не ассимиляция, я бы сказал, что это для нас даже неприятно, что мы во многом не нужны Китаю, сюда никто не едет. Ну, для примера, 25% населения Бангкока – это китайцы, 30% населения Малайзии – это китайцы. То есть туда реально миллионное население двигается, здесь ничтожная величина, да, идет скупка сельхозугодий в Еврейской автономной области, действительно очень большое, масштабное, но и в принципе вот это все, да, то, что у нас есть официально, то, что это обсуждается. Газ продается по ценам выше, чем в Европу, нефть продается одновременно в Китае, в Корею, по ВСТО, Японию, то есть здесь тоже нет зависимости, наоборот, Китай очень рассчитывает на эту нефть, потому что эта нефть безопасная, она не может быть подвергнута нефтяному эмбарго в случае действия флота США. То есть тезис о китайской угрозе уже это, в принципе, вот на данный момент, я не говорю про ближайшие 5 лет после смены, в случае смены политического режима в Китае, 5-10 лет, но сейчас, на данный момент, с 2012 года, тезис не обосновывается ничем. Китай полностью развернулся в Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море, объявил эти территории, акватории и воздушное пространство собственными территориями. То есть это очевидно вызов американцам в Тихоокеанском регионе, и Россия это для Китая в такой, соответственно, позиции просто тыл. Значит, второй тезис, который еще больше муссируется, что Россия будет разделена Китаем и США, что
такие подтезисы, да, что Байден поставил, значит, китайцы поставили на Байдена, у них тесные связи и так далее, да, то есть это тоже неверный тезис, это несколько такое неверная трактовка, то, что происходит. Почему? Вот мы видим, да, такие доказательства несостоятельности этого тезиса. Байден пришел к власти, и первые его какие-то указы абсолютно не отменили санкции в отношении Китая. То есть те компании, которые были, вот, соответственно, во время Трампа подвергнуты санкциям, то есть о угрозе делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи, связанной с Народно-освободительной армией Китая, они остались до сих пор в подвешенном состоянии на ближайшие 4 месяца. Да? Но при этом у нас есть противоречивые определенно такие данные, да, что вот Байден, он, например, запретил государственным органам использовать такой термин, как китайский вирус. То есть в отношении тех, кто распространяет вирус, это явно что-то из Китая пришло, у Байдена такая специфичная позиция. И у нас здесь возникает вопрос, да, Байден, он с кем, на кого он поставил, действительно ли нас сейчас разделят между американцами и китайцами, то есть следующее следствие из этого логического рассуждения, если нас разделяют, то нам нужно примкнуть к той или иной стороне, чтобы остаться целостными, да, то есть все вот эти тезисы, апологеты этих тезисов нам говорят, что нужно примкнуть к Западу максимально, максимализировать антикитайскую повестку и угрожать, соответственно, Пекину с юга, да, с севера, да, то есть это все получается, что недостаточно состоятельно, потому что Байден не отменяет каких-то вещей в отношении, даже не каких-то, а основную массу тех нововведений, которые сделал Трамп в отношении Китая. Более того, на инаугурации Трампа присутствовал непосредственно представитель Тайваня, такого не было на протяжении 50 лет, последних 41 года, 79 года. Это тоже определенный вызов в отношении Си Цзиньпина. И еще мы смотрим, что в течение месяца в начале официальный представитель МИДа Хуа Чунин заявил о том, что вот мы надеемся, что добрые ангелы, значит, возобладают над администрацией Байдена, и мы восстановим отношения. Глава китайского партийного внешних связей Ян Цзечи тоже сделал определенный сигнал в отношении Байдена, что нам нужно примирение. Посол Китая в США Цуй Тяньхай, он тоже сделал большое достаточно заявление официальное, тоже все надеются на перезагрузку. Администрация Байдена продолжает молчать, то есть сохраняется вот это гнетущее уже месячное молчание. Сегодня Байден провел переговоры с Моррисом, премьер-министром Австралии, и тоже, соответственно, проговорил участие, в том числе Китая, в событиях в Мьянме. То есть это такой тревожный сигнал по отношению к Си Цзиньпину. На фоне этого Си Цзиньпин посылает эскадрильи в Тайваньский пролив. Мы всегда знаем, что каждый месяц, каждый квартал происходит определенное учение. В них участвуют буквально единицы авиатехники. Здесь уже эскадрилья. То есть очевидно такое вот ухудшение отношений. Да? И как трактовать эти сигналы? Очевидно, что нету контакта между Байденом и Си Цзиньпином, что связка не работает, что в такой ситуации невозможно не то чтобы там делить Российскую Федерацию, а просто что страны стремительно двигаются к войне. Да? И вот на этом фоне апологеты китайской угрозы нам говорят, ну а как же так, есть там целый ряд фактов, которые говорят об агрессивной политике Китая. Мы про лес не будем сейчас говорить, про то, что они там выпили Байкал, сгрызли лес, это все очень такое, значит, это много роликов про это снято, это не всегда соответствует действительности, в основном проблема лежит в нашей собственной как бы коррумпированной системе и ненадлежащем экспортном контроле, либо контроле над восстановлением леса и так далее. Но есть какие-то факты очень такие вопиющие. Например, провинция Хэйлунцзян в 2015 году переименовала город Айхуэй, он так назывался после прихода коммунистов к власти, в старое императорское название Айгунь. Что это значит? По тому договору айгуньскому, по которому мы отторгли территории от династии Цин в 2015 году. Да? Более того, у нас на купюре 5000 рублей изображен Муравьев-Амурский, который, собственно, этот договор и подписывал. Это уже не та история, но имеется в виду, что переименовали город. Очевидно, недружественный акт. Дальше, в этом же году разрешили в пограничной полосе рожать по 3 детей китайцы. Понятно, что Хэйлунцзян — это территория такая деградирующая, оттуда люди уезжают на юг и так далее. Никто не хочет при минус 19 жить, когда можно в Шанхае при минус 13 декабрь проводить, да? Но, тем не менее, вот эти недружественные акты, потом мы начинаем разбираться, кто стоит в руководстве Хэйлунцзяна, а на тот момент это был бывший первый секретарь комсомольской организации Лухао, сейчас он министр природных ресурсов.
Мы смотрим недружественный акт, да, у нас запрещают рыбу. Кто запрещает рыбу? Вице-премьер Ху Чуньхуа. Да, это тоже первый секретарь комсомольской организации. То есть в этом системе фактов антироссийских действий нет исключений. Нет исключений. И Китай внутри поделен на проамериканскую комсомольскую группу, история которой связи с демократической партией протянулась 100 лет назад, до 1920 года. В книге это подробно описано. Связано все очень тесно с приходами каждый раз с электоральными циклами демократической партии. И наоборот, то есть есть группа, которая поддерживает Россию лояльно, и вот это Си Цзиньпин. Но проблема в том, что хозяйственный блок своей Китайской Народной Республики полностью контролирует проамериканская группа, которая пришла при предыдущем генсеке. И вот сейчас на наших глазах драматически после прихода Байдена к власти разворачивается новый контекст для Си Цзиньпина. Я смотрю, что много уже региональных назначений. Это вновь появились какие-то бывшие люди, лидеры комсомольского движения. Министр коммерции сменился, значит, на бывшего комсомольца из Шанхая, комсомольский парторг Шанхайского аэрокосмического университета Ван Ваньтао, сейчас министр коммерции. Сразу же после его смены закупки сжиженного газа из США возрастают 12 раз. То есть в этой системе доселе непонятный, скажем так, замутненный взгляд в китаеведении, не было системы. Теперь в этой системе есть четкая регулярность, четкое разделение на группы. Конечно, здесь нету такого, я не институт Дальнего Востока, я не могу еще несколько томов одновременно писать. Но системность появилась, и уже четко понятно, что снова, значит, сейчас вторая волна вируса, откуда она появилась? Рыбаки на российских сейнерах, да, завезли. Потом сразу же после победы Байдена, чуть ли не в тот же день, кстати говоря, САРС начался после прихода к власти комсомольского лидера Ху Цзиньтао на следующий день после того, как его избрали. Да? Здесь то же самое, да? Пришла вторая волна вируса, связанная с Россией, сейчас это уже в китайских медицинских журналах. Пока об этом не говорят прямо, но если кризис будет усугубляться, если Си Цзиньпин не будет уйти на уступки комсомольцам, если в 2022 году он захочет пойти на третий срок, он поменял конституцию, да, этот кризис будет только усугубляться. И здесь встает вопрос, если мы, соответственно, оказываем поддержку Си Цзиньпину, чтобы у нас остался восточный фланг мирным, то он остается у власти. Если мы не понимаем, поддерживаем другие какие-то группы, не разбираемся, то он уходит от власти, в 2022 году не избирается, автоматически либо в это же время, либо за полгода, либо через полгода в Российской Федерации происходят изменения внутренней политики в том числе. То есть это очень четкая связь была уже в Советский Союз, сейчас она снова вновь прокручивается по новой. Таким образом, Байден поддерживается комсомольской группой, в частности, вот теми руководителями Госсовета КНР правительства, да, и они связаны, в том числе госимущество, как подразделение Госсовета. Значит, есть связка очень такая тесная с Байденом. Будет ли Байден воевать, будет ли он поддерживать в случае агрессии, не агрессии, а воссоединения Тайваня с Китайской Народной Республикой, Тайвань, скорее всего, да, но косвенно, то есть гибридным образом, то есть это будет война. Но, скорее всего, очевидно, что вот эта гнетущая тишина в отношении Си Цзиньпина, когда уже с Байденом установили контакты большинство лидеров современного мира, даже вот наше первое лицо, а Си Цзиньпин не может с ними договориться, контакт не появится, очевидно, что Байден и его администрация разрабатывают сценарий либо оранжевой революции, либо по краям, то есть этнических революций в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Гонконге, каких-то других районах. То есть вот этот сценарий какой-то, с какого-то края поджечь, либо коронавирусно как-то вот это вот раскачать, потому что люди в Китае бесконечно от этого устали. То есть этот сценарий, он на повестке в ближайшие несколько месяцев. И мы будем смотреть, готов ли Си Цзиньпин пойти до конца, тогда действительно будут и протесты, и, видим, протестные акции. Если он будет сдавать свои позиции, отдавать министров, какие-то вот бюрократические, да, административные позиции, тогда, конечно, это пройдет мирно. Но тогда ожидать того, что он там переизберется на третий срок, это уже не однозначно. И вот, собственно говоря, вот так примерно выглядит вся вот нынешняя ситуация, которая сейчас складывается вокруг Си Цзиньпина, и то, что для нас риски какие, что нас могут объявить как источник второй волны в Китае.
Проблема в чем? В нынешних китайских городах скопилось большое количество трудовых мигрантов. Им не дают вернуться на родину, встретить китайский Новый год. То есть китайские трудовые мигранты живут в ужасных условиях, примерно как наши мигранты из Средней Азии. У них единственная отдушина — это вот 3 недели вернуться домой, жить в нормальных условиях в своих маленьких городах, селах и так далее, расселиться с семьей. То есть порядка 100-200 миллионов человек сейчас задержаны в городах. Не такая критическая ситуация, но люди очень напряжены. То есть любое какое-то сложное какое-то, ну, может быть, техногенная катастрофа, да, еще что-то, это может стать определенной вспышкой недовольства для того, чтобы уже цепная реакция пошла, и широкие народные массы потребовали бы что-то открыто, выступили бы против Си Цзиньпина. То есть уже это тогда ситуация близкая к Тяньаньмэнь 1989 года, она сейчас очень близка в Китае. То есть вот, в принципе, кратко то, что я хотел сказать. Если можно, в принципе, сразу же приступить к вопросам.